Было это уже давно, когда Таня была еще маленькой девочкой и часто приезжала к дедушке в деревню. У нас до сих пор есть такие уголки, где прямо возле деревни легко можно встретить лося, увидеть медвежьи или волчьи следы чуть не у крыльца. Я до сих пор помню, как впервые побывал в родной деревне моего дедушки. Буквально возле околицы из земли бьет родник, где местные набирают воду. Родник превращается в небольшой ручей, через пару сотен метров в нем уже купаются гуси. Меня так поразило место, где рождается настоящая река, что я не хотел уходить. И тут дедушка показал мне на следы и предупредил, что тут к деревне выходил лось, лучше одному не оставаться, бывает и Мишка забредает. Сначала я не поверил, но потом от местных ребят узнал, что такое случается. В деревне редко, но бывали случаи встречи с мишками, не всегда удачные, бывали и несчастья. Вот именно в такой примерно деревне и жил дедушка Татьяны. Приезжала она туда на каникулах. Помогала по хозяйству, играла с соседскими ребятами и совсем не думала о всяких страшилках. Тем более, что у соседской девчушки был личный охранник, стареющий дворовый пес с абсолютно белой шерстью без единого пятнышка. Он лениво следил за детьми и старался далеко из виду их не отпускать. Этого пса когда-то давно отец девочки привез из командировки еще щенком. Он нашел его замерзающим на морозе, отогрел в своей куртке за пазухой, вылечил и откормил. С тех пор пес стал самым преданным и верным другом семьи, которого можно представить. Наверное, пес только кашу не варил, и то только потому, что у него лапы. И вот очередные каникулы, зима. Таня с подружкой оказались за границей деревни, в лесу. Что они там забыли вдвоем, где были взрослые, неизвестно. Но верный пес был рядом. И тут из-за ближайших деревьев показались волки. Как в страшной сказке. Девчата, глядя на грозных хищников, оторопели, прижались друг к другу и стояли молча, как две мышки. Дальше Таня помнит все как в тумане. Волки приблизились, молча, без шума, и тут вперед кинулся верный защитник. Завязалась свалка, волки начали грызть старого пса. Оторопь спала, и дети с криками побежали к деревне. Волки были заняты псом. Только благодаря ему дети и остались целы. Пес не отступил и не кинулся бежать. Он стоял до последнего. Его нашли позже, когда мужики похватали кто что и побежали за околицу. Долго старых охранник против стаи не выдержал. Верный друг погиб, но он вернул долг хозяину сполна, спас жизнь его дочери. Этот случай врезался в память маленькой девочки. Она влюбилась в собак за их преданность и отвагу. И теперь, уже повзрослев, просто не мыслит себе жизни без них.